Здравствуйте, уважаемые зрители! Продолжаем тему ситуации в Карабахе. Сегодня я на своем канале сделал ролик, где госминистр Карабаха Рубен Варданян заявил, российские миротворцы должны оставаться там на десятилетия. Так, где наш Карабах? В общем, вот тут. Сейчас пока вся ситуация здесь контролируется российскими миротворцами, Ханькинди. Ну, здесь вот такая более подробная, где сейчас они контролируют ситуацию, и пока Рубен Варданян и его сепаратистский режим там спокойно себя чувствуют. Ну вот Сергей Марков заявляет, российские миротворцы, если они уйдут из Карабаха, то вооруженные силы Азербайджана спокойно туда войдут. Вот политолог Сергей Марков, сейчас ознакомлю, что здесь пишут. Так, армянская страна должна выполнить определенные положения, под которыми подписалась, но Ереван опасается это делать. Как известно, были переданы некоторые карты минных полей, но это очень небольшой результат. Армения должна готовиться к тому, чтобы отказаться от оставшейся части Карабаха, но я, как неоднократно говорил, Никол Пашинян боится, что над ним учинят расправу, если он согласится на условия Баку. А условия простые. Армяне Карабаха становятся гражданами Азербайджана, не получают никакой автономии, но будет возможность избирать своих представителей в местные органы власти. Так. И вот есть альтернатива вывести большинство армян из Карабаха. Оба варианта пугают Пашиняна. Пашинян считает азербайджанские условия очень жесткими. Население Армении, армянская диаспора думает то же самое. В этой ситуации армянский премьер решил попросить Россию энергичнее вступать на стороне Армении. Но Москва не хочет. Тем более у нее сейчас полно своих забот, связанных с военной операцией в Украине. В этих условиях Никол Пашинян стал эволюционироваться от России к Франции. Ну да, сейчас Пашинян все, отвернулся от Путина. Я вчера сделал ролик как раз по этой теме. Всем хорошо известны многочисленные решения и резолюции различных ветвей французской власти. Не секрет, что Армения зазывает международных миротворцев в регион. Баку, конечно же, не допустит появления французов в Карабахе, но Ереван хочет их разместить хотя бы на границе Армении с Азербайджаном. Ну да, чтобы обезопасить себя. Так, и вот сейчас что происходит. Так, происходит попытка Армении перейти от России к Франции. Откровенно говоря, Пашинян давно уже бы держался за Францию, США, отказавшись от России, но он хочет продать Западу интересы, да, и полностью Россию убрать свои базы, то есть российские с территории Армении. Но западные силы сейчас не хотят вписываться за Армению. Да, французы и американцы не хотят воевать за армянские интересы. У них тоже полно своих проблем, включая тот же украинский кризис. Им есть чем заниматься помимо Армении. А у этого президента Франции Макрона сейчас внутриполитический кризис, связанный там с пенсионной реформой, падают его рейтинги, в общем, там не до этого. В общем, самое вероятное, что никто на Западе так и ничего не сделает. Пашинян будет продолжать метаться между Францией и Россией, но в 2025 году Азербайджан не продлит срок пребывания российских миротворцев в Карабахе. Эти миротворцы уйдут из региона, азербайджанская армия спокойно туда войдет. Это самое вероятное развитие событий. Ну, все правильно, я говорю. Я думаю, Ильхам Алиев не будет ждать до 2025 года, побыстрее попытается выкурить российских миротворцев. Ему уже надоело ждать, пока это все произойдет. Так, это заявление свидетельствует о том, что Никол Пашинян в тупике. Да, он хотел бы заменить российских миротворцев на французских, американских, это его мечта. Но как это сделать? Я повторюсь, Баку этого не допустит. Да и в целом никто не хочет воевать за армян с Азербайджаном. Да, никто не хочет с Азербайджаном воевать, потому что Турция рядом, и никто не будет вписываться, подставляться, как вернее. Правильно Марков говорит, что все так и будет. В общем, всем спасибо, всем пока, до новых встреч.